Всем привет, дорогие друзья и гости нашего канала. Ну что, чем дальше в лес, тем больше дров, так и у нас. Ой, уже, честно говоря, столько жалоб, столько всего негатива началось и у нас в Молдавии. Не говорю от всех беженцев, а от тех в основном, кто приезжает на дорогих машинах. Возле отелей у нас одни дорогие машины, претензии. На днях беженка-украинка в отеле предъявила претензию, почему бассейн закрыт. То есть воды нет в бассейне. Она, видишь ли, привыкла, что она к хорошим условиям, привыкла. Понимаете, такое ощущение, что люди не бежали, а прилетели в Египет, как они любят, на все включено. Понимаете? Потом очень много случаев жалуются. Я вчера смотрела новости, я прям в шоке. Ну, то, что наши жалуются, это уже ладно. То, что уже румынские граждане жалуются, это просто жесть. Я вчера смотрела одного блогера румынского, который тоже помогал людям, беженцам, и который рассказывал, что тоже на границе стоят дорогущие машины и проезжают мимо беженцев, которые действительно в тапочках выбежали, и они мимо проезжают, и ни один не останавливается помочь своим соотечественникам. Понимаете, вот в чем проблема. И говорит, что когда ехал обратно, он говорит, они такое творят на трассах, создают аварийные ситуации. Но он, честно говоря, матерился капец как. Он в таком был шоке, гневе. Я его, конечно же, понимаю. Потом, вчера, на Viber, в нашу группу школьную, приходит сообщение, что с завтрашнего дня, скорее всего, сегодняшнего уже получается, в школы заселяют тоже беженцев, в спортивные залы. Вопрос, честно вам скажу, после вот этих событий с националистами, со всем, что происходит, у нас русская школа. Вопрос, зачем? Зачем создавать вот такую атмосферу? Честно вам скажу, я своего ребенка сегодня в школу не отпустила. Сейчас 4 дня будут каникулы до 9, посмотрим, какая будет атмосфера. Но я против этого. И я считаю, что это ненормально. Можно как-то найти другие места, но не школы, где дети учатся, понимаете? Вот, еще и русская школа. Я, честно говоря, боюсь всего этого. Так что, ребят, буду стараться озвучивать все, что у нас происходит, но у нас сейчас очень нестабильно и очень, все переживают, все разочарованы. Вот именно из-за этого всего, что люди с открытой душой. А вот к нам вот так вот, не все, ребят, вот именно те, кто убежал в тапочках, как говорится, те, кому тяжело в плане по-настоящему, они ведут себя нормально. А вот эти вот, которые на дорогих машинах, там такие стоят машины, что прям глаза вот, я такие, может быть, даже и не видела машины, понимаете? И она еще, эта красавица с бассейном, начала угрожать и говорит, вы что, вы не знаете, кто мой муж? Понимаете? Да твой муж здесь никто, твой муж здесь беженец. Ой, ребят, не знаю, что будет дальше, но мне это не нравится. И я не хочу опять гражданской войны. И я не хочу, чтобы все вот это вот у нас происходило в стране. Это все происходит и в Румынии сейчас, это все происходит в Польше. Что за люди такие, я не могу понять. Ребят, мирного неба над головой. Я буду стараться по мере возможности рассказывать вам, что у нас тут происходит. Я сегодня видела украинская женщина, которая в Украине осталась. Обращение к молдавским, к своим гражданам, беженцам. Она умничка, она так им красиво ответила, что... Чего вы ищете? Вас люди приняли с распростертыми объятиями. Что вам не нравится? Условия. Он говорит, приедете сейчас обратно в Украину, говорит, будете в поле, извините, ходить в туалет, потому что, ну, блин, это ужас. Я, допустим, чтобы не было конфликтов,
Вот те, которые так себя ведут, просто сажала бы в машину свою на границу, депортация нафиг к себе на родину, и все. И живи там, и не делай здесь нам погоду, и чтобы мы, люди, наши женщины, наши дети ходили и боялись таких уродов, которые покупают на 50 евро, на это самое бухла столько. Они бухают, они буянят, они делают вот все плохо в нашей стране. Ладно, ребят, мирного неба над головой. Вот еще хотела, я забыла сказать, еще знаете, что меня шокировало? Что вот на мое предыдущее видео девочка-волонтер, девушка, женщина, не знаю, ну волонтер, написала, что мало того, что такое отношение, так еще граждане, беженцы, которые были своими животными, кошечки, собачки, они уезжают, они уехали в другую, скорее всего, в Европу. Они оставляют своих животных. Они оставляют у нас здесь своих животных, и волонтеры не знают, что делать, понимаете? Почему вы так поступаете со своей... Тем более, что, мне кажется, я так понимаю, на границе не требуют ни паспорта животных, ничего, как вот в основном, когда перебираешься. Почему вы так поступаете со своими преданными, как бы, это члены семьи? Так нельзя, так нельзя. Я понимаю, что вы их вывозите оттуда, где бомбят, но не оставляйте их здесь на произвол судьбы. Потому что у нас здесь своих хватает, которые... Я, допустим, если смогла бы всех забрала, но я не могу забрать всех и кошек, и собак. И вот так вот у нас кошечки, собачки тоже на улице сами по себе. Так не по-человечески просто.